Здравствуйте, друзья! В прошлом видео мы собирали наждак. Можете посмотреть ниже по ссылке в описании. А в этом видео мы посмотрим, а как же подобрать электродвигатель к наждаку. Вот мы открываем клеммную коробку и смотрим. Вот у меня такой двигатель был в прошлом видео. Тут, значит, три вывода у меня. Этот двигатель на 380 вольт. Он 2,2 киловатта, 3000 оборотов. То есть это вполне можно подключить через сеть 220 вольт с помощью конденсаторов. Если без рабочего конденсатора работать, вот он 2,2 киловатта, он будет 1,1 киловатт. Подключите рабочий конденсатор, но он будет процентов 70 выдавать. То есть киловатта полтора он будет выдавать на рабочем конденсаторе. То есть пусковой и рабочий будет. Пусковой, значит, вы запускаете электродвигатель, его выключаете, и двигатель остается работать на рабочем конденсаторе. Что еще, какие параметры посмотреть? Ну, если вы хотите, чтобы наждак работал быстро, то есть быстрый съем металла, желательно брать тогда 3000 двигатель. То есть там 2800 оборотов, но это не так и зовутся, 3000 оборотов. Тогда съем металла будет быстрый. Если хотите, чтобы там как бы средний вращался, можно брать и 1500, можно брать там и 900 оборотов, то есть тысячник. То есть в зависимости от ваших задач. Ну, я взял 3000. Я люблю, чтобы металл снимался побыстрее. Но опять же, быстрый съем металла, допустим, для заточки тоже бывает, что нужно поменьше оборотов. Можно к нему частотный преобразователь еще сделать, то есть регулировать обороты. Можно много чего. Если вы открыли клеммную коробку, видите, тут 3 соединения. Только 3 клеммы. Только соединение звезда здесь пойдет. Соединение треугольник здесь уже не сделать. Это надо разбирать двигатель и выводить там. В общем, там провода, распаивать спайки. Тут вот есть пайку распаивать и выводить провода. Тогда 6 концов. Но это трудоемкий процесс. Знания электрики как бы нужны. Я бы лучше тогда выбрал двигатель на 220 вольт. Просто приобрести. Ну, они дорогие как бы. А если у вас уже в наличии есть электродвигатель, то, может быть, его, наверное, и хватит. Если посмотрите в клеммной коробке 6, то есть вот таких клемм, то это двигатель на 220-380 вольт. То есть можно включить его на 220. Соединение звезда. Вот она, видите? То есть 3 клеммы соединяются между собой и 3 клеммы для вот фаз. Он не греется, электродвигатель. Работать может очень долго. Пусковые токи маленькие. На треугольнике пусковые токи большие. Поэтому лучше я вот рекомендую взять помощнее электродвигатель. Даже можно 3 киловатта, 4 киловатта. В половину его запустить на звезде. И можно забыть про проблемы с электродвигателем. Только менять подшипники. Он будет работать сутками. Если, конечно, на нем написано режим S1 еще. Это то есть непрерывный режим. Это 220. Подключаем на любые две. На любые абсолютно. Разницы нет. Это зависит от в какую сторону вращается электродвигатель. Включим вот сюда. Теперь нужно нам для запуска конденсатор. Включаем его один конец на 220, то есть на любой тоже. Вот сюда. Прицепим его, чтобы он, как бы, вот, чтобы он плотно стоял. А другой на оставшийся контакт, то есть конец конденсатора, провод конденсатора. Чтобы не прикручивать ничего, нам же его надо потом отсоединить. То есть, когда он запустится, ну, можно выключатель было сделать. То есть, когда он запустится, мне его надо отсоединить. Подсоединили мы все. Теперь включаем в сеть. Все, электродвигатель пошел тихонько. Теперь посмотрим, если электродвигатель у вас на 6 контактов. Открываем клеммную коробку. Если 6 контактов, это значит соединение еще на 220 вольт. То есть можно сделать треугольник. Это перемычки вот эти вот. Сейчас звезда здесь. Поставить так, так и так. Сейчас этим и займемся. Треугольник нужен на 220 вольт. Двигатель будет выдавать полную мощность. Вот если на звезде вот это 370 ватт, то берите половину. Это 185 ватт. Плюс, если еще рабочий конденсатор добавить, ну это процентов 75 будет от 370 ватт. Но пусковые токи будут большие. Двигатель будет сильнее греться, чем на звезде.
то есть гудеть сильнее. То есть ресурс двигателя как бы понижается, если будете работать на треугольнике. Теперь будет выдавать полную мощность. То есть сколько заявлено 370 ватт, столько 370 ватт он и будет выдавать. То есть можно уже это работать в полную мощность. Может, вам для каких-то целей и задач этого вполне хватит. Соединил я перемычки. Беру питание 220 вольт. Ставлю на любые, вот на эти клеммы. Вот он вход проводов, вот она, гайка. То есть вот он вход. То есть ставлю вот сюда 220. И вот сюда, допустим, 220. Можно на любой. На любые два. Сюда же соединяю конденсатор один. То есть вот конденсатор. И на свободную клемму, на свободный контакт тоже вешаем конденсатор. Без конденсатора он не запустится. Он трехтысячник. Если бы он был 1000 на 1,5, 900 там, 20 оборотов, 940 там. Ну, короче, тысячник, он от руки запустится. Я просто возьму, вот, включу в сеть, вот так вот вал поверну, и он запустится. 1,5-тысячник тоже запустится легко от руки. То есть конденсатор, в принципе, не нужен. Ну, он нужен, но запущу без конденсатора. А вот 3000-ник я только запущу с помощью, если веревки дерну, на вал намотаю, только тогда запустится. От руки я его никак не запущу. Ну что, запускаем. Включаю сеть. Нажимаем. Спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на канал.